Мой дорогой читатель, в твоем далеком будущем человек уже способен заглянуть в самые потаенные глубины океанов и запечатлеть их в мельчайших подробностях. Моим же современникам остается лишь мечтать о таком. Что случилось, голубушка? Почему тебе не спится? Подписчики требуют тестов. Погнали! Привет! В выпуске об устройстве датчиков эхолотов, где мы с вами изучали посредством рентгенографии и с помощью распила наиболее популярные на сегодняшний день датчики именитых производителей, мною было обнаружено, что пьезоэлектрические элементы бокового сканирования у датчика Lowrance Active Image 3 в одном расположены под углом. Для тех, кто на нашем канале впервые, ссылку на выпуск оставлю в описании. Зная нерадивость компании Lowrance, данный факт вызвал у меня подозрение и гипотезу о том, что, возможно, Lowrance никаким образом не учитывает и не корректирует данные отклонения, а если коррекция и имеется, то возникает вопрос, а учитывается ли данная коррекция в случаях разворота датчика в обратном направлении, как это стало модным в последнее время, заводя датчик под лодку, особенно на ПВХ. Забегая вперед, я в немалой степени был шокирован полученным результатом, но обо всем по порядку. Итак, я очень надеялся, что мою гипотезу проверит кто-нибудь из зубров данной тематики, но, почуяв неладное, глыбы блогинга во всем мире затаились. Лишь на правах прикола провел шутейный эксперимент Василий, ведущий канала «Рыбанутый из Сургута», в котором он показал объект справа, слева, затем по угару в боковиках в диапазоне нижнего сканирования показал куст, в общем, провел тест буквально кустарным способом и передал мне привет. Так, теперь серьезно. На самом деле, даже при поддержке магазина Александра Ховрина, обеспечившего оборудованием проведения данных тестов, оказалось не так просто проверить мою гипотезу. В течение нескольких дней я неоднократно предпринимал попытки зафиксировать показания в близких к реальным условиям на реке Ахтуба в акватории базы отдыха «Родина», непосредственно на причале базы, выражая отдельную благодарность подписчику Станиславу за активную помощь в ходе проведения экспериментов. Но прямо очевидных кадров, наглядно иллюстрирующих реальное положение вещей, заснять не удавалось. К счастью, администрация базы отдыха «Родина» пошла нам навстречу и разрешила провести тесты в бассейне. Кстати говоря, а я бы хотела немного рассказать о самой базе. Мы как-то привыкли к Волге, к истокам малых рек. Но в этом году, помимо прочего, решили обогатить свой опыт рекой Ахтуба и остались весьма довольны полученным результатом. Остановились на базе «Родина», которая отличается от общепринятых неким семейным, теплым, я бы сказала, ламповым подходом, большим разнообразием предлагаемых номеров, практически на любой вкус и любую численность компании. Можно забронировать как отдельный дом для проживания, включая антуражный, охотничий, а можно и уютный люксовый номер. Автомобили и лодки посетителей размещены под металлическими навесами в тени от палящего солнца. Непосредственно на реке имеется комфортабельный, круглосуточно охраняемый причал. Также в наличии шикарные лодки на прокат, оснащенные великолепным оборудованием. Ну а при желании можно воспользоваться услугами гида и егеря. В общем, нам очень понравилось. Итак, в достаточно идеальных лабораторных условиях нам удалось зафиксировать и с относительной точностью произвести замеры. Но сначала для эталонного сравнения проведем тесты с датчиками, которые у нас не вызывают сомнений. Начнем с датчика GT56. Размещаем датчик непосредственно в воде и, чтобы определить направление луча импульса на дистанции 5 метров, тетя Лена имитирует объект.
На экран выводим левый луч и ищем угол, на котором объект станет на экране эхолота наиболее четким. Следует понимать, что данный эксперимент не позволяет получить максимальной точности ввиду некоторых особенностей устройства и принципов действия бокового сканирования, о чем мы будем говорить подробнее в отдельном выпуске, где рассмотрим данную технологию, но это в будущем, а сейчас мы пытаемся произвести замер распространения и приема импульса относительно положения датчика. Центр датчика обозначен желтым верхним коленом спиннинга. Как и следовало ожидать, распространение и считывание импульса происходит под прямым углом относительно датчика. И учитывая расположение пьезоэлектрических элементов конструкции датчика, нас это и не удивляет. А перед тем, как протестить датчик Active Image 3 в одном, посмотрим на поведение датчика Fisher-Review, который работает через блок S3100. В качестве русалки на этот раз выступает юный доброволец Мария. И тут схожая картина. Пьезоэлектрические элементы расположены перпендикулярно лодке, равно как и считывание наиболее сильного сигнала импульса, что по сути логично. Обратите внимание на то, как функция Fisher-Review подсвечивает красным цветом живые объекты на экране бокового сканирования. И, наконец, настал черед датчика Active Image 3 в одном, у которого в конструкции имеется отклонение пьезоэлектрических элементов от оси датчика на 3-4 градуса. И предполагается, что именно на эти градусы и будет отклонение датчика. Но, как мы ни старались, градус завала получался значительно больше. Подозреваю, что это может объясняться и другими причинами. Неподходящий объект, неподходящие условия теста, водоем проведения теста, а может даже у Lowrance настолько неточное производство, что каждый датчик имеет свое индивидуальное отклонение. Один датчик, скажем, на 3 градуса, а у какого-нибудь другого может быть и 10, и даже больше. Простите, у меня нету возможности исследовать каждый датчик рентгеном индивидуально. Ходят слухи о том, что у Lowrance уже были случаи отзыва целых партий датчиков из-за явного брака. Учитывая упрощенную технологию производства, это неудивительно. В общем, очень не исключено, что разброс отклонений угла весьма велик от 3 градусов до неизвестной величины. Короче, в ходе тестов угол отклонения был неизменно намного выше, чем 3 градуса. Понимая физику процессов, о которой мы поговорим в отдельном выпуске, я осознаю, что данный эксперимент достоверно показывает отклонение, но не позволяет замерить его с максимальной точностью. Поэтому будем исходить из имеющихся данных, что отклонение от перпендикулярности оси судна присутствует, и возьмем явную, легко замеряемую величину на снимке рентгенографии в 3 градуса, что означает отклонение в 3 градуса. Ну, если вы сканируете структуры дна, то обнаруженный объект на дистанции, скажем, 30 метров, в действительности будет расположен чуть в более 1,5 метрах назад, а на 50 метрах 2,70, что, собственно, казалось бы, не так страшно. Но это при отклонении в 3 градуса. А если оно выше? Ладно, величина вроде бы небольшая, но вот что странно. Эти углы и отклонения игнорируются Lowrance и никак не корректируются, что наглядно иллюстрирует переключение между датчиками Active Image 3 в одном и датчиком Fisher-Review. А если добавить к этому обнаруженный косяк Lowrance, такой как привязка структурного сканирования исключительно к линии курса, то без учета таких особенностей и без постоянного внимания о какой-либо точности говорить не приходится. Я постоянно слышу, как пользователи просто разбрасываются погрешностями. Да это погрешность, типа все нормально. И да, действительно, для тех, кто постоянно обгаживает ободок унитаза, и вся жизнь какая-то их приблизительная, погрешности, наверное, не имеют значения. Они вечно выполняют заброс, куда-то туда, тупо в реку. А тем, кто привык к точности, следует учитывать все погрешности. Например, на данный момент по известным причинам
Во многих регионах Российской Федерации наблюдаются неточности в работе GPS-позиционирования. Добавим к этим погрешностям выявленный косяк Лоуренс, а именно привязку линии сканирования структур не к направлению, как это должно быть, а к курсу лодки. Тем, кто не понимает, о чем идет речь, ссылку на выпуск, в котором мы подробно обсуждаем эту проблему, оставлю в описании. И добавим еще и погрешность от 3 градусов. В итоге, по результатам накопления всех погрешностей, получается слишком большие отклонения координат найденных объектов при сканировании структур дна. Выходит, чтобы достигнуть максимальной точности, необходимо уточнить координаты найденных структур посредством нижнего сканирования. Либо в случаях опасения распугивания ихтиофауны в данном секторе можно воспользоваться средствами УЗИ, например, Active Target. И теперь главный вопрос. Можно ли разворачивать датчик в обратном направлении? Ну, учитывая совокупность всех неточностей и отклонений, которые никак не корректируются Лоуренсом, да в общем-то пофигу. Но при наличии головы на плечах следует учитывать и эту погрешность, но на этот раз в обратном направлении. А Лоуренс, в свою очередь, чтобы не исправлять косяк и избавиться от претензий пользователя, в технических характеристиках указал, что точность GPS-позиционирования в пределах аж 20 метров. Ну, выкрутились, мать его. И вот еще один нюанс. Как ни странно, из всех возможных вариантов производитель сделал наклон пьезоэлементов в сторону мотора, отчего затенение мотором незначительно, но увеличивается. Поэтому на ПВХ-лодках при размещении датчика ниже дна лодки переворачивание датчика может быть даже чуть-чуть полезно. То есть моя гипотеза о нецелесообразности разворачивания датчика не нашла своего подтверждения. Ввиду того, что в этой куче некорректируемых погрешностей, по большому счету, да совершенно пофигу, куда там отклонение, вперед или назад. Честно говоря, я все же надеялся увидеть, что у Лоуренса имеется коррекция, учитывающая наклон пьезоэлектрических элементов датчика. Но вот как-то так. Однако, я все еще против кармашков, тем более таких, которые закрывают часть датчика, где расположены пьезоэлектрические элементы бокового сканирования. По большому счету, все кармашки вызывают дополнительную вибрацию датчика. На лодках ПВХ и без того транец не имеет жесткого крепления с корпусом лодки, а кармашки только усугубляют эту ситуацию, добавляя вибрации уже от дна лодки. Ну, вот как-то так. Надеюсь, выпуск вам понравился. Если у вас есть что-то добавить или вам интересно обсудить нюансы, добро пожаловать в наше сообщество рыболовов и водомоторщиков. Ссылку на группу найдете в описании. А я напоминаю, что в магазине Александр Ховрина для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Поэтому подписываемся прямо сейчас, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Блин, сколько неточностей. Ужас. Но пока что вот так. Похоже, нужно делать свой русский эхолот. Да?